Вопрос-ответ. Как ты себя чувствуешь? Я в растерянности. Это мое обычное состояние. Но сейчас у него есть четкая причина. Все слезы я выплакала еще 3 недели назад. Мне страшно. Но в то же время я скоро уеду, и есть внутри какое-то приятное волнение и предвкушение переезда. Ты помнишь свое 24 февраля? Время было 8 утра. Я ехала на работу и мучилась мыслью, выставлять новую съемку в инст или нет. А через час мне написала подруга: война началась, пиздец. Мама звонила мне в панике с вопросами, что делать, брать валюту или нет. В офисе к обеду банкоматы перестали выдавать наличку. Был какой-то сюр, потому что в новостях ты читаешь об ужасных последствиях происходящего, а на работе все не меняется. Даже мой начальник-иностранец в тот день спросил меня, будет ли все как раньше. Но здесь я помню, что с сожалением ответила: нет. Вообще было очень тяжело сконцентрироваться на работе. Я больше читала новости с перерывом на написание отчетов. Только к вечеру, приехав домой, я смогла в полной мере осознать, что же вообще происходит. Где-то на середине полного погружения в новости я начала рыдать. Бесконтрольно. Просто выть. Было ощущение, что я схожу с ума. Я так не плакала ни разу в жизни. Эта война не происходила со мной лично. Я была дома, у меня еще была работа, все мои близкие в безопасности. Но я чувствовала эту боль, и еще несколько недель кряду я плакала каждый день. В какой момент ты поняла, что твоя жизнь изменилась? После 24 числа я запретила себе паниковать и сказала, что пока иностранные работники компании не уехали, все хорошо. 1 марта я пришла на работу и увидела, как мой босс-иностранец собирал вещи. Ему позвонили из офиса компании в его стране и сказали срочно ехать домой. Меня сразу начало трясти, я была на грани панической атаки. В туалете меня успокаивала какая-то рандомная женщина из офиса. Моим любимым занятием еще с 24 числа стало упражнение в 5 цветов и 5 предметов. Оно возвращало меня в реальность и помогало не сойти с ума, выполняя рабочие обязанности. Как изменился твой круг общения, твоя работа, твой досуг? Я стала гораздо больше общаться с одной из подруг в другом городе, с которой у нас похожи взгляды. С начала войны мы стали переписываться чуть ли не каждый день. Мы созванивались по часу, и обеим становилось легче. Наша дружба очень сильно окрепла. Еще я связывалась с друзьями за границей, узнавала информацию у них. Насчет работы. Сейчас наше производство в простое до лета. И что будет дальше, никто не говорит. Я на всякий случай собрала все вещи из квартиры, отправила их в свой родной город. Сейчас я дома с роднёй. Делаю передышку и думаю, что делать дальше. Много твоих близких уехало? Как ты это ощущаешь и переживаешь? Удивительно, но никто не уехал. У меня не так много близких людей, но те, кто есть, остаются. Из-за денег, семьи, партнеров, сложностей в адаптации. А я сравниваю себя с ними и понимаю, что у меня нет сильных связей с семьей. У меня здесь никого близкого, кроме мамы, нет. Никто меня не держит. Я здесь и так никому не нужна, и никто не нужен мне. Так какого черта я еще здесь? Война идет уже 56 дней. Что в твоем ощущении этих процессов изменилось за это время? Я увидела воочию, что человек крайне хорошо умеет приспосабливаться ко всему.
Вообще я с ужасом поняла, что насколько хуже не стала бы жизнь в России, люди к этому привыкнут, и я вместе с ними. Я так не хочу. Помню, как первая неделя после начала войны я рыдала каждый день, не могла остановиться. Как каждый раз, читая новости, кровь покидала мое лицо. Как я не могла заставить себя есть, а когда подносила ложку ко рту, заглатывала весь обед целиком, без остатка. Как хотелось собрать вещи все и бежать, бежать без оглядки непонятно куда, лишь бы бежать. А я сидела в офисе и не могла сдвинуться с места, пока мне не скажут. А потом, возможно, через месяц, эти чувства стали отходить на задний план. Я стала реже читать каналы с новостями. Каждая новая санкция воспринималась мыслью: ну а что еще придумают? Я больше не могла плакать. Чувство тревоги стало фоновым и уже не таким заметным. Работа уже помогала отвлечься от проблемы, а не была проблемой как таковой. А потом случилась буча, и меня опять накрыло. Есть ли у тебя какое-то ощущение будущего, мечта? Как популярно сейчас говорить, в России будущего нет. Ну, оно есть, но меня нет в нем. Я лет 7 грезила о переезде, но мой план осуществлялся очень и очень медленно. А сейчас ощущение, что моя мечта гораздо ближе, чем я предполагала. Просто протяни руку и схвати. Я протягиваю руку. Чем и как ты себя поддерживаешь? В феврале моя поддержка был босс. Просто находясь с ним, мне было спокойно. Просто слушая его ломаную, забавную английскую речь, я могла искренне улыбаться и забывать о происходящем. Я даже как-то делилась с ним своими переживаниями, и он терпеливо меня выслушивал. Когда он уехал, моя опора разлетелась на куски. Мне больше не было смысла оставаться в том городе, на той работе. У меня как будто розовые очки слетели. Я много общалась и продолжаю общаться с одной из своих подруг. Еще слушаю музыку любимых исполнителей, смотрю их выступления, передачи с ними. Это и до войны сильно помогало мне жить дальше.